Всем привет! Давайте сегодня перейдем сразу к сути. Итак, творчество бывает индивидуальным и коллективным. Индивидуальное творчество в основном присуще деятелям искусства, музыки или литературы. Научное творчество обычно бывает коллективным. И да, я сейчас назвала такую вещь, как научное творчество. Обязательно давайте на этом акцентируемся, потому что это очень важно. Мне очень часто говорят о том, что я вообще не творческий, я не креативный, я вообще не какущий, у меня скучная работа и так далее. У меня был недавно такой случай, и я спрашиваю: а ты чем вообще занимаешься? Ой, да я там репетитор, детей учу. В смысле, это не творчество, это самая творческая профессия, это у тебя педагогическое творчество. Ты изучаешь различные механизмы обучения детей, в дальнейшем ты их миксуешь, и это супер творческая профессия. И человек такой, типа, да, я не знал. А все оказывается намного проще. Также у нас есть, все, чем мы занимаемся, все виды деятельности, это, в принципе, творчество. И вы знаете, я сейчас сказала, что индивидуальное творчество присуще одним видам творчества, коллективное другим, но сейчас это очень сильно размылось. Даже взять наш с вами любимый YouTube. Раньше это было индивидуальное больше творчество, сейчас практически все известные каналы — это коллективное творчество. Есть монтажеры, есть ведущие, есть сценаристы, и один канал ведет огромное количество людей. То есть нет уже таких прям сильных разграничений. Давайте рассмотрим методы коллективного творчества, потому что на самом деле мы всегда называем это только одним методом. У нас все, что бы мы ни делали совместно, это у нас мозговой штурм. Все. Больше ничего не существует. Поэтому давайте разбираться, что такое мозговой штурм или брейншторм, и какие вообще еще есть методы коллективного творчества. На протяжении тысячелетий основным методом коллективного творчества был самый обычный спор. Это метод противодействия различных идей, когда есть два оппонента, и они спорят на одну тему. На самом деле, в книге, которую я прочитала, говорится, что мы отходим от этой модели, и сейчас больше приветствуются такие модели, где люди, наоборот, взаимодействуют правильно, прислушиваются друг к другу и так далее. Но мне все-таки кажется, что спор — это все равно очень хорошая вещь, особенно когда оппоненты слышат друг друга и пытаются действительно решить проблему, а не просто спорят лишь бы поспорить. И продвигать свою точку зрения — это ведь хорошо. Ты на самом деле сам в ней пытаешься убедить, сам убеждаешься в ней и действительно понимаешь, прав ты или нет. Но важно очень прислушиваться. Разработаны несколько методов коллективного творчества. Это наш самый любимый брейншторм или мозговой штурм. Это синектика, маевтика и ИПИТ. Это аббревиатура, я позже расскажу, что это такое. Мозговой штурм — это способ группового решения различных задач и проблем, основанных на свободном ассоциировании. Самое интересное для меня лично — это то, что данный метод был разработан еще в 30-х годах прошлого века, и он был изобретен американским психологом Осборном. И знаете, меня удивляет, что эти модные словечки, как брейншторм, они же вошли в наш разговор не так давно, несколько лет назад об этом стало только известно. А этому способу, на секундочку, 90 лет. Это же обалдеть! Вас это не смущает? Меня это дико смущает, и мне очень интересно, о скольких вещах мы вообще не знаем и не догадываемся, когда они станут, например, модными какими-то, модными условно. И это же очень интересно. В общем, это риторические такие отступления. Давайте возвращаться к мозговому штурму. И здесь такая загвоздка. Все люди приходят в одну комнату, садятся и говорят: это мозговой штурм. Давайте будем обсуждать какую-то идею. Нет, у мозгового штурма есть специальные критерии, по которым мозговой штурм становится мозговым штурмом. Итак, люди объединяются в какую-то группу,
садятся в комнате, при этом у них есть доступ абсолютно ко всему. Это ручки, там, листочки, карандаши, вот вся эта канцелярия, все это есть. Самое главное это то, что приветствуется абсолютно любая идея. В этом и заключается основной смысл брейншторма. То есть люди просто самые вообще непонятно как воплотимые идеи просто выкрикивают, говорят, и никто не должен ничего критиковать. Все идеи оцениваются после какого-то перерыва в 20-40 минут. А еще лучше, если они будут оцениваться совершенно посторонней группой, которая вообще никак не была задействована в процессе придумывания. Смысл мозгового штурма в том, что люди не боятся высказывать различные свои идеи, и они не подвержены никакой критике. То есть их идеи будут самыми-самыми сильными, самыми вообще сумасбродными, которые вообще кажутся нереальными, и это круто. Так что мы теперь знаем, что такое мозговой штурм, и давайте не будем его ни с чем путать, потому что очень часто под брейнштормом подразумевают какое-то совещание, когда есть какой-нибудь там директор или управленец или еще кто-нибудь, и он отвечает за критику всех предложенных идей. Критики быть совершенно не должно, вот вообще никак. Это уже тогда будет не мозговой штурм, а что-то другое. Я не говорю, что лучше, хуже, просто это другой метод. Вот и все. Следующий метод — это синектика. Синектика — это когда в процессе поиска решения различных проблем и задач мы объединяем совершенно разные элементы. На самом деле очень часто путают синектику и мозговой штурм, но на самом деле у них есть несколько принципиальных отличий. Первое отличие в том, что в процессе синектики обязательно присутствует критика, и она даже поощряется. А второе различие в том, что очень активно используются различные аналогии и сравнения. И аналогии существуют 4 типов. Первый вид — это прямые аналогии. И для примера здесь очень часто используют различные штуки из биологии. Например, когда люди наблюдали за полетами птиц или каких-нибудь стрекоз, они потом придумывали такие средства передвижения, как самолет. Второй вид аналогий — это субъективные или личные аналогии. И тут в ход идет наше с вами тело, когда мы представляем, что, допустим, мы с вами подъемный кран, и вот наши руки, как они будут захватывать что-то, и вот что-то вот подобное, когда мы формируем представление с помощью нашего тела. Следующее — это символические аналогии, и здесь часто используются различные метафоры и сравнения, когда с помощью свойств одних предметов мы говорим про другие предметы. Фантастические аналогии, и здесь мы представляем такие предметы, которых в принципе существовать вообще никак не может. Фантастический метод состоит из 4 этапов, и на самом деле это не самый простой метод, и он не так часто используется, но тут важно подчеркнуть некоторые моменты, которые можно применить для себя. Собирается какая-то группа людей, которые будут принимать участие в общении, и к ним приходят синектисты, это где-то 2-3 человека, которые обладают различными знаниями и умениями. На втором этапе проводят тестовое задание по использованию аналогий. Здесь очень важно научить группу использовать 4 основных вида аналогий, о которых мы говорили выше, и научить их правильно ими пользоваться. На третьем этапе непосредственно формируют саму проблему. Это делается с помощью различных тестов, наводящих вопросов и так далее. Очень важно правильно поставить перед собой задачу. И на 4-м этапе уже происходит поиск решения данной проблемы с помощью, естественно, аналогий. На самом деле данный способ, он очень сложный, трудоемкий, многозадачный, и его пытаются всячески упростить.
Но нам главное, что мы про него знаем и используем хотя бы какие-то небольшие фрагменты данного способа. Например, использование аналогий, больше нигде о таком способе не говорится. Как пример. Следующий метод — это маевтика или диалог Сократа, и это самый-самый древний метод коллективного решения творческих задач. Этот метод также требует соблюдения определенных принципов. Первый принцип заключается в том, чтобы свободно высказываться среди равноправных членов группы. Второе — это возбуждение самосознания путем целеустремленных вопросов. И третье — это то, что активация мыслительного центра происходит с помощью шуток. Последний метод, который мы сегодня рассмотрим, называется ИПИД — индуцирование психоинтеллектуальной деятельности. Вот, запомнила даже. Это супер интересный метод, где за каждым участником закреплена определенная роль. Эти роли досконально прописываются, и они очень важны. Некоторые являются оппонентами, некоторые являются специалистами по каверзным вопросам, кто-то ведущий. Но все действие направлено на одного человека, деятельность которого нужно как раз индуцировать. И именно он является ключом к решению проблем. То есть все участники работают с одним человеком, задают вопросы, ведут какие-то дебаты и так далее. Мне кажется, этот метод очень классно применить в своей какой-то деятельности, хотя бы попробовать, возможно, из этого получится что-то такое невероятное и классное. На моем фотоаппарате закончилась память, но я не хочу как-то перезаписывать эти дубли, потому что это все будет, скорее всего, завтра, поэтому давайте просто ограничимся съемкой на телефоне. Я хотела сказать, что мы сегодня разобрали только 4 метода коллективного творчества. Их на самом деле великое множество, но вот эти вот методы, они такие вот очень интересные, и их можно как-то использовать. Так что давайте пробовать, как-то их совмещать, что-то с этим придумывать. И до новых встреч. Пока-пока.